Вань, сегодня хочу поговорить про ВНЖ на основе бизнес-инкубатора. Расскажи пока в целом, что это за вид на жительство, что за этим стоит. Давай сразу, наверное, объясним вообще людям, что это такое, Да. потому что многие, услышав понятие бизнес-инкубатор, обращаются к самому распространенному определению, но на самом деле нет. Если рассказывать все абсолютно простым языком, то по факту ты работаешь в польской компании и на этом основании имеешь право получения ВНЖ классического или Blue Card. Мгм. Все, что нужно иметь для того, чтобы начать работу с бизнес-инкубатором, это своего заказчика. Если у тебя есть заказчик, поздравляю, это успех. ВНЖ или Blue Card у тебя уже наполовину в кармане. Мгм. То есть система такая, у тебя есть клиенты, которых ты готов обслуживать, оказывать им какие-то услуги. Эти клиенты платят на инкубатор, и с инкубатора ты каким-то образом выводишь деньги, да, себе? Ты получаешь деньги в виде заработной платы за Ага. вычетом фи-инкубатора, естественно, он не будет просто так считать за тебя налоги, он Да, захочет но они же на фи. этом зарабатывают. Да. И за вычетом налогов ты получаешь себе деньги в виде заработной платы, что Да. является подтверждением источника регулярного и постоянного дохода, который необходим для получения любого ВНЖ. Мгм. Какие плюсы получения ВНЖ и легализации через бизнес-инкубатор? Плюсы, потом минусы обсудим. На самом деле, если сравнивать плюсы и минусы, давай, наверное, возьмем, во-первых, с чем будем сравнивать. Мгм. Кто приходит работать в бизнес-инкубатор? Как правило, это люди, которые не имеют возможности открытия ФОПа или ЙДГ в Польше. Да, соответственно, это Например, белорусы. белорусы, да, которые только-только переехали, у них есть контрагент, который Мгм. готов платить, но возможности открыть ФОП или ЙДГ нету, законодательно не предусмотрено. Раньше была программа Poland Business Harbor, классная, все пользовались этой возможностью, на основании этой визы можно было открывать и ФОП, и ЙДГ, и все, что хочешь делать. Но, к сожалению, возможность закрыли, и мы сталкиваемся с проблемой. Есть контрагент, но что с этим делать? Открывать полноценную компанию дорого, затратно, и это ваше время. Да? Принцип работы бизнес-инкубатора очень простой. Оформление вплоть до 1 дня. Вы официально трудоустраиваетесь в компанию, эта компания заключает контракт B2B с вашим контрагентом, и 1 раз в месяц бизнес-инкубатор выставляет компании инвойс, компания его оплачивает, а вы получаете, собственно, деньги и источник регулярного и постоянного дохода. Мгм. Какие плюсы? То есть, что давай сравним это с вариантом, если человек все-таки открывает компанию, да, вот ему нужно легально зарабатывать деньги здесь, и он точно понимает, что он не готов идти на работу, не хочет, не может, не будет. Ну вот тут получается инкубатор и легализация через него, и там условно своя компания. Какие здесь есть? Самый очевидный плюс на то, что большинство обращают внимание, это налоги. Мгм. А в бизнес-инкубаторе, если ты производишь авторский продукт, например, ты кодишь, пишешь Мгм. код, или ты дизайнер, рисуешь заново дизайн каких-нибудь веб-страниц, к примеру. Польское государство говорит о том, что у тебя есть возможность применить налоговый вычет на налогооблагаемую базу. Мгм. То есть фактически стандартный человек в Польше платит 12% в виде ПИТа до 120 тысяч злотых в периоде финансового года. Бизнес-инкубатор пользуется возможностью сокращения налоговых затрат за счет того, что вы производите авторский продукт и передаете его конечному заказчику, то есть вашему контрагенту. Мгм. За счет этого государство облагает 12% налогом, да, всего лишь 50% тех денег, которые пришли на счет. То есть фактически мы получаем 6% Вау, с 6%. пороговым значением в 240 тысяч злотых. Почему? Потому что налогооблагаемая база. А мы говорим, что всего лишь облагается 50%, поэтому 120 превращаются в 240. И люди, которые умеют считать, сейчас быстренько ударили по калькулятору и поняли. 6% маленькая фи-инкубатор, и больше ты никому ничего не должен. Да. Ну, получается, инкубатор... Сколько инкубатор в среднем стоит? В среднем по рынку 400-500 злотых в зависимости от подрядчика, в зависимости от того, к кого вы попадете. Есть инкубаторы и дешевле, я бы не рекомендовал даже смотреть в эту сторону. Все-таки это довольно-таки сложная схема работы,
и все документы с точки зрения инкубатора должны быть правильными и правильно составлены, и правильно подготовлены. Не все могут на рынке дать такие условия. Окей. Все-таки вы, как физическое лицо, несете ответственность за уплату налогов. И если инкубатор допустит ошибку, то отвечать будете вы. Мгм. Это, наверное, в минус. Это в минусы. Мы обсудим Да. еще чуть-чуть, да, попозже. Что еще Если из плюсов? говорить из плюсов, нет колоссальных выплат в ЗУС. Ну, то есть фактически ЗУС там отсутствует. Да. Мы платим только подоходный налог, никаких складок в ЗУС. Если Да. сравнивать с ИПС, умовая праца, либо с какими-то другими формами, там всегда возникает этот чертов ЗУС. Мгм. Как мы знаем, деньги, заплаченные в ЗУС, не всегда конвертируются в качественно оказанные услуги. Да. Поэтому, ну, такое себе. А если ты приехал в Польшу и точно понимаешь, что тебе нужен временный вариант, потому что дальше у тебя дорога лежит в Испанию, в Португалию или еще какую-нибудь европейскую страну, то бизнес-инкубатор как раз-таки тот вариант. Ты экономишь по максимуму, платишь государству положенные деньги, и на этом основании имеешь возможность получения ВНЖ или Блю-карта. Отлично. Вы досмотрели до этого момента, значит, вам действительно интересна легализация в Польше. Поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал и внизу напишите комментарий. А если вы хотите, чтобы мы поработали над вашей легализацией, над вашим кейсом, то внизу под видео вы найдете все ссылки. И продолжаем смотреть выпуск. Я думаю, что плюс еще это скорость, да, то есть ты сказал, что за один день можно там заонбордиться, за один день тебя наняли на работу на инкубатор, подписали контракт, и там пару месяцев поработал, и через пару месяцев можно уже подаваться на карту побыта. Я больше скажу. На основании трудоустройства я бы рекомендовал сразу же запускать административный процесс, как только подписаны Да. документы. Потому что что, как мы говорили В ранее... нашем подкасте, да, ссылка на который там будет вверху. выше. У нас есть 5 недель на то, чтобы быстро собрать документы, и, как правило, в течение первых 5 недель тебе по-любому придет выплата от твоего Да. контрагента, и ты заплатишь налоги. И все-таки для управления по делам иностранцев трудоустройство — это гораздо проще, понятней, чем легализация на основании хозяйственной деятельности. Да, мне кажется, еще плюс это то, что ты как будто меньше ответственности несешь. Ты сказал, что, с одной стороны, ответственность за налоги несешь ты, но вот скажи, как это... Принимают деньги они, не ты. Юридически, естественно, ответственность за выполненные услуги перед твоим контрагентом несет юридическое лицо. Они, да? Да. Соответственно, Но многие инкубаторы снимают с себя ответственность. Они прописывают в контрактах B2B, что Человека, да? исполнитель ты. И как бы все претензии к нему. ну да. Этот вариант хорош, наверное, для тех, кто не хочет сразу вливаться в бизнес. Он хочет пощупать рынок, понять, как работает, разобраться в налогах. И еще раз повторюсь, не все намерены получать гражданство в Польше. Многие рассматривают европейские страны для последующей миграции. Польша просто как перевалочный пункт. А работа в бизнес-инкубаторе, я уже говорил ранее, дает возможность получения блю-карда, который в последующем может сыграть очень хорошую роль в получении долгосрочных документов в той же самой Испании, Португалии, Франции, Германии, в любой европейской стране. Мгм. А блю-карт это что? Если коротко? Блю-карт — это карта для высококвалифицированных специалистов, и получить ее могут только те, кто, первое, имеет высшее техническое образование, и второе, имеет ежемесячный доход на уровне 11 тысяч злотых брутто. То есть фактически мы должны показывать 150% доход по сравнению со средней по воеводству для того, чтобы иметь возможность получения блю-карда. Плюс к этому либо образование, либо подтвержденный стаж работы на протяжении последних 5 лет, подтверждающий, что ты действительно квалифицированный специалист именно в той позиции, в которой ты трудоустроен. Окей. Минусы. Минусы получения и легализации через бизнес-инкубатор. Ну вот смотри, мы относили ЗУС отсутствие к плюсам, но я его отношу тоже и к минусам. Да. Почему? Потому что ЗУС распространяется не только на тебя, как на заявителя. У тебя есть возможность включения туда семьи. Для тех, у кого есть дети, отсутствие ЗУСа равно глобальные издержки в виде финансов, потому что дети болеют. Как ни крути, тебе придется обращаться в государственные медицинские учреждения. Без ЗУСа у тебя будет отсутствовать такая возможность на бесплатной основе. Плюс к этому ты становишься заложником бизнес-инкубатора. То есть Расскажи.
твой ВНЖ привязан к конкретному работодателю. Смена бизнес-инкубатора, к примеру, ты нашел... То есть это ВНЖ по работе, правильно? Да. Да. Если ты нашел работу в другой компании, ты уходишь из бизнес-инкубатора, расторгаешь с ними контракт, это равно перезапуск административного процесса с другим работодателем. Многие иностранцы этого сильно пугаются. Многие инкубаторы этим очень хорошо пользуются. И многие инкубаторы даже могут не отпускать своих, собственно, подопечных, своих контрагентов, пугая их тем, что, ребята, а вот сейчас вот вам опять вот в этот вскакивать процесс получения ВНЖ на основании трудовой деятельности. И многих это останавливает на самом деле. Что еще из минусов? Из минусов, скажу так, разговаривая с Николаем, нашим другом, касательно риэлторства, мы сталкиваемся с вопросом получения финансов от государства на выгодных условиях. Ты имеешь в виду ипотеку получить? И получение ипотеки в том числе. Все-таки контракт, который подписывается между вами и бизнес-инкубатором, это умовое дело. Он как подписывается в один день, так и расторгается в один день. Для всех финансовых институтов это максимально незащищенный вид контракта. Вы получите ипотеку, вопросов нет. Но получите с учетом рисков, которые несет данный контракт. Поэтому если вы рассматриваете в долгосрочной перспективе все-таки жизнь в Польше, там, получение ипотеки, финансовых каких-то инструментов, тогда, наверное, инкубатор не совсем ваш вариант. То есть, грубо говоря, деньги, которые ты выводишь через инкубатор, меньше котируются условно у банка, и поэтому кредитная ставка, ипотечная ставка у тебя будет либо больше, либо тебе на меньшую сумму дадут кредит. Вопрос не в деньгах, вопрос в рисках. Ну, то есть фактически для банка это как выглядит? Да. Ты вроде бы получаешь постоянный доход, но твой контракт может быть расторгнут с тобой завтра же. Да. Ну, а как банк этот риск... Ты попробуй расторгнуть. Ну да, но я имею в виду, а как банк этот риск перекрывает для себя? Путем повышения ставки. Либо путем уменьшения кредита, который он тебе даст. Да. Что там происходит дальше с последующей легализацией? Давай посмотрим чуть-чуть наперед, на 3, 5, 6, 8 лет вперед. Правда ли то, что если ты работаешь через бизнес-инкубатор, нормально там, платишь налоги, да, есть схема 6%, но потом, когда ты подаешься на карту резидента, после 5 лет жизни в Польше, ты можешь податься на карту резидента. У тебя могут быть вопросики, тебе могут не дать карту резидента. На самом деле вопросики-то могут быть у всех. Много критериев влияет, но если рассматривать в лоб работу с бизнес-инкубатором и легализацией на основании бизнес-инкубатора, в случае, если ты идешь за резидентством, то особых проблем не возникнет. Главное выполнять законные требования государства и главное иметь постоянный доход за последние 3 года. Окей, я просто слышал, что там они цепляются к ЗУСу, что они... Они сильно будут цепляться к ЗУСу, но на самом деле в законе нет того, что ты должен работать обязательно на умове о праце. Там написано, что ты должен иметь источник регулярного и постоянного дохода. Ты его имеешь путем того, что у тебя заключен договор умового отдела. Да, окей. Как шаг за шагом получить карту по быту, да, ВНЖ на основе инкубатора? Давай такие основные вехи. Первое, что нужно сделать, это, конечно же, записаться на личную подачу в управление по делам иностранцев. Делается это благодаря тому, что вы знаете, когда нужно записываться, в какие промежутки времени. Не хотите делать сами, просто отдаете тем, кто это сделает за вас. Например, вам. Например, нам. Второе, естественно, собрать абсолютно весь пакет документов. И тут есть нюансы, о которых ты обязательно спросишь, но чуть-чуть попозже. После подачи, как правило, как мы и говорили ранее, 3-4 месяца на вынесение решения по твоему административному процессу. И, как правило, 3,5-5 месяцев на получение документов в руки. То есть плюс-минус течение административного процесса и сроки, затраченные на его реализацию, они примерно такие же. Где-то от 7 до 9 месяцев по Мазовецкому воеводству. Естественно, в других городах может быть совершенно другая ситуация по срокам. Ну, скорее всего, в позитивную сторону. Да? Да. Как правило, собираются документы все, которые необходимы для легализации, а именно, если ты работаешь в бизнес-инкубаторе, как правило, у тебя должен быть долгосрочный договор, желательно его подписать сразу же на 3 года. Бизнес-инкубаторы это делают, они понимают, зачем это нужно. Второе, у тебя должно быть медицинское страхование, и тут нюанс.
Мы же говорим, что в бизнес-инкубаторе его нет. Мгм. И важно, чтобы вы понимали, что в Польше существует медицинское страхование, а есть медицинские абонементы. Медицинские абонементы — это Люксмед, Медикавер и так далее. Вы можете купить их хоть на 5 лет. Это Мгм. никак не перекроет требования органа о том, что у вас должно быть медицинское страхование. Это всего лишь абонемент. Поэтому Мгм. такие страховки, такие абонементы не идут в Мгм. процесс легализации. Нужно обращаться именно за медицинским А страхованием. можно ли это частно купить у частной организации? Да, конечно, можно. То есть просто надо Мы купить не рекомендуем абонемент? список компаний, с кем можно работать в рамках получения вот этого необходимого документа в виде страховки Мгм. медицинской. Второе, немаловажное, да, ты должен получать доход не менее 5000 злотых брутто. Естественно, устраиваясь сеньором, разработчиком в бизнес-инкубатор, ты не можешь получать 5000 брутто, потому что выглядит неправдоподобно. Поэтому ориентируемся на среднюю зарплату по воеводству. Мгм. Важный момент, который многие забывают. Некоторые специальности в Польше требуют получения дополнительного разрешения в виде опинии старост. Инкубатор об этом никогда не скажет. Мгм. Вы об этом узнаете тогда, когда получите отказ в управлении по делам иностранцев, потому что не получили вовремя нужный документ. И на момент подачи вы должны четко понимать, требуется для вас данный документ или не Мгм. требуется. А- Реестры абсолютно открытые. Да, приведи какой-то пример должности. Например, копирайтер. Копирайтеров на внутреннем рынке огромное количество. Мгм. Но копирайтер, который может писать по-белорусски, либо по-украински, либо знать определенный пул поставщиков, да, пул тех контрагентов, для кого ты пишешь, польскому гражданину будет довольно-таки тяжело. Правильно? Мгм. Соответственно, мы составляем такое ТЗ воеводе для того, чтобы показать, что мы ему соответствуем. Мгм. Но тут очень важный момент, опять-таки, не заиграться с этим ТЗ. Потому что ты реально должен потом ему соответствовать. Соответствовать. Были такие случаи, когда люди настолько увлекались написанием этого ТЗ, чтобы пройти под эту опинию старосты, а староста давал решение, что извини, а ты тоже не подходишь. Переигрался. Спасибо за просмотр этого видео. Верю, что это было для вас полезным, и если так, поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, и внизу под видео есть форма комментариев. Задавайте ваши вопросы, обсуждайте выпуск, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.